Мощность всасывания 20 тысяч паскалей, ультратонкий дизайн, система определения препятствий StarSight версии 2.0, двойная система защиты от запутывания, шасси AdaptiLift, выдвижная боковая щетка и площадка с салфеткой. Многофункциональная док-станция, вдумайтесь, 10 в одном, голосовое управление Hello Rocky, поддержка фирменного приложения и, разумеется, это только малая часть того, что заявляет сам производитель в рекламе к роботу-пылесосу под названием Roborock Seiros 10R. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется модель в транспортировочной коробке и основной коробке, на которой есть достоинство модели, а также изображение и название. Упаковка довольно надежная. В комплекте мы имеем робот-пылесос, съемные держатели с салфеточками, док-станцию, кабель питания с документацией, запасной пылесборник для док-станции. На этом, в принципе, все. Комплект неплохой, все необходимое на первое время есть. Но вот моющее средство в комплекте не положили. Далее. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Не забудь подписаться на телеграм-канал скидок. Розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Приходить на розыгрыши не обязательно. Если вы победите, я вам напишу. Как только Poco X6 Pro у меня закончится, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Переходим к пылесосу. Начнем. Приобрести Seiros 10R можно, по всей видимости, только в черной расцветке. Внешне модель, с одной стороны, может показаться довольно простой, но весь смысл кроется в названии, так как Seiros — это период времени, по истечении которого повторяется цикл лунных и солнечных затмений. С этой информацией верхняя часть пылесоса выглядит уже не так обыкновенно. Габариты пылесоса 353 на 80 мм. Модель невысокая, 10 раз оснащен технологией StarSight версии 2.0. Об опыте использования и корректности работы всех подобных технологий и функций я расскажу ближе к концу ролика. Пылесборник находится под крышкой, которая крепится на магнитах. Пылесборник имеет емкость 350 мл и HEPA-фильтр. Промывать пылесборник можно, как и HEPA-фильтр, но после промывки ему необходимо высохнуть. В роботе-пылесосе есть встроенный резервуар для воды емкостью 80 мл, в который вода автоматически закачивается на док-станции. Сверху на роботе-пылесосе есть стандартные 2 механические кнопки и система интеллектуального голосового помощника Hello Rocky с поддержкой английского языка, но русского здесь нет. Удобно, что в комплекте есть брошюра с перечислением всех команд, а их достаточно много. Микрофоны отрабатывают, не сказал бы, что великолепно, но в пределах нормы. Также можно подключить модель к управлению через Яндекс.Алису, Apple Siri и Google Assistant. На дне робота-пылесоса можно заметить одну двухлучевую боковую щетку с выдвижной системой для более тщательной уборки в углах. Подвижной основной блок имеет 2 щетинисто-силиконовые щетки, между которыми есть небольшое пространство, которое служит для уборки без наматывания волос. Далее. Док-станция небольшая, 488 на 475 на 381 мм. Док-станция запоминающаяся, так как фронтальная часть у нее зеркальная. Дизайн современный, ко всему я не сказал бы, что зеркальная часть сильно маркая. К слову, с фронта находится мешок емкостью в 2,5 литра и резервуар для чистящего средства емкостью в 590 мл. С тыльной части подключается кабель питания, плюс есть место, где можно спрятать остаток кабеля. С верхней части установлены резервуар для воды емкостью в 4 литра и резервуар для грязной воды емкостью в 3 литра. Док-станция способна сама очищать пылесборник в роботе-пылесосе, мыть салфетки горячей водой, сушить их теплым воздухом, самоочищать док-станцию скребками, что очень удобно, обнаруживать грязь для повторной стирки и мытья салфеток, автоматически подмешивать моющее средство и закачивать воду в бак робота-пылесоса. Но, как всегда, для более долгой и корректной работы, что док-станции, что робота-пылесоса, я советую периодически проводить ручную чистку. Помимо этого варианта док-станции есть еще док-станция, которую можно подключить к системе водопровода и канализации. Оба варианта по-своему удобны. Но на данный момент в продаже я не встречал док-станцию с системой подключения к водопроводу и канализации в Российской Федерации. Летим дальше. Roborock Seiros 10R имеет мощность всасывания целых 20 тысяч паскалей, емкость аккумулятора 6400 мАч, время зарядки в среднем занимает не больше 2 часов 40 минут, что значительно быстрее, чем у предшественников. По моим тестам, робот-пылесос убирает помещение в 66 метров квадратных за 80 минут. Скорость уборки высокая, что радует. Карту помещения робот-пылесос составил в моем случае за 19 минут. Режим возобновления уборки для подзарядки на
док-станции в наличии. Далее, приложение, к которому подключается Seiros 10R, называется Roborock. Wi-Fi поддерживается частотой 2,4 ГГц, и обновления лично мне уже прилетали. Через приложение есть возможность просматривать время уборки, заряд в процентах, площадь уборки, менять мощность всасывания, регулировать подачу воды, менять количество уборок и маршрутов уборки, планировать уборку, выбирать тип покрытия для каждой комнаты, настраивать уборку с коврами, менять интервал и режим мытья салфеток для влажной уборки, настраивать функцию сушки салфеток, настраивать функцию автоматического опорожнения пылесборника, включение функции автоочистки поддонов док-станции, создавать рабочие процессы, настраивать систему обхода препятствий реактив АИ, просматривать состояние расходников и датчиков, редактировать карту, устанавливать запретные зоны, разделять или объединять комнаты, персонализировать карты, хранить несколько карт в памяти, просматривать карту в 3D-режиме, использовать карту с несколькими этажами, настраивать мебель, отправлять робота-пылесоса в указанную точку, управлять им с помощью пульта или джойстика. Также можно воспользоваться лабораторными ИИ-функциями, включить функцию защиты от детей, настройки режима «Не беспокоить», включение оффлайн-карт и еще некоторое количество настроек и функций. Плюс за то, что есть режим Smart Plan, при включении которого робот-пылесос способен в автоматическом режиме обучаться и корректировать уборку в соответствии своих наблюдений за время его использования. Для обладателей Apple Watch есть приложение для управления. Для уборки в помещении предусмотрены такие функции, как обнаружение питомца. Ко всему, во время уборки в местах, где находятся предметы для животных, 10R увеличивает мощность всасывания и при обнаружении питомца делает снимки, которые хранятся в приложении. Благодаря встроенной камере есть возможность совершать видеозвонок с передачей голоса, просматривать помещение, управлять роботом-пылесосом в реальном времени. В случае потери питомца дома можно запустить функцию «Поиск питомца». Перейдем же теперь к опыту использования. Мощность всасывания хорошая, но по тестам 20 тысяч паскалей тут, разумеется, нет. Около 10 тысяч, как у модели 8 Max V Ultra, не больше. Уровень шума не превышает 72 дБ, а уровень шума док-станции не выше 77 дБ. Roborock Seiros 10R по навигации показал себя в общем и целом отлично, но улучшений, кроме как отсутствия башни лидар, я не обнаружил. Даже при обнаружении зеркал робот-пылесос строит отражение комнаты, что является проблемой у всех роботов-пылесосов с системой лидар. А также складывается ощущение, что в некоторых моментах система не сканирует пространство, а просто запоминает о каком-то препятствии, и даже если его убрать, модель все равно будет объезжать это место. Плюс робот-пылесос часто совершает излишние движения. Seiros 10R по моим тестам плохо определяет предметы, как в рекламе он не способен убирать с проводами на полу. Думаю, вы и сами видите, насколько все плохо. Сушку для белья он также у меня не определил и некоторое время пытался переехать через ее ножки. А также я не думаю, что человек сильно похож на домашнее животное, а вот 10R так не считает. К минусам можно отнести, что он часто двигает различные предметы на полу, в стуле может врезаться, ко всему выдвижная площадка с салфеткой очень сильно бьет по мебели, что вовсе не радует. О распознавании мелких предметов размером 2 на 2 см и речи быть не может. В темноте с подсветкой робот-пылесос справляется хуже, но не намного. Препятствия высотой в 2 см робот-пылесос проезжает без труда, а вот препятствия в 4 см уже являются проблемой. При этом, по идее, он должен их преодолевать. В моем случае препятствия даже в 3 см ему даются с большим трудом. Модель убирает комнату за комнатой сначала по периметру, потом змейкой. Через выбранный интервал времени или после каждой комнаты робот-пылесос возвращается на док-станцию для промывки салфеток, после чего возобновляет уборку. В основном неубранных зон не остается. Робот-пылесос, как вы уже поняли, невысокий, и это отлично сказывается во время уборки под мебелью, но вот область под шторами данная модель не способна убрать. Ковры с коротким ворсом, как и со средним, особой помехой здесь не являются, но боковая щетка автоматически поднимается при уборке на коврах, и выключить эту функцию нет возможности, во всяком случае пока с этим ПО. Боковая и центральная щетка не наматывают на себя шерсть и волосы. Влажная уборка меня порадовала, так как робот-пылесос хорошо очищает пол. Плюс, если в помещении есть ковры, при влажной уборке робот-пылесос может автоматически поднимать основной блок щеткой, боковую щетку, оставлять салфетки в док-станции для уборки на ковре. Также можно включить режим, при котором робот-пылесос избегает ковров, режим для влажной уборки ковра, только вот я лично не вижу смысла в этом режиме. Далее можно выбрать режим, при котором робот-пылесос будет автоматически поднимать салфетки и даже корпус при обнаружении ковров. Вдоль стен влажная уборка отличная, так как одна из площадок с салфеткой выдвигается, но в углах, разумеется, робот-пылесос не способен полноценно убирать. Черные покрытия, к примеру, коврики 10R убирает без проблем. По работе док-станции вопросов особо нет, так как салфетки моются отлично. Пылесборник очищается хорошо, функция сушки салфеток со своей задачей справляется по мне корректно. В обслуживании она удобная, так как в области, куда заезжает робот-пылесос, все легко достается и промывается. Минусы. В приложении слишком много функций, которые в идеале должны были бы быть в стоке без настроек. Все же это умный робот-пылесос. 10R не
убирает за шторами и занавесками, распознавание предметов требует доработки, держим за них кулачки. Робот-пылесос часто совершает лишние движения. Лучше была бы одна док-станция, которую можно было бы докупить специальный модуль для подключения ее к системе водопровода и канализации, и все. Заявленная мощность не соответствует результату, нет возможности отключить функцию подъема боковой щетки на коврах, препятствие высотой в 4 см роботу-пылесосу пока не по плечу. Может, с ПО что-то добавят, но я сомневаюсь. Резюмирую, Roborock Seiros 10R действительно отличный выбор по двум моментам. Это обновленная система навигации без башни лидара, а также отлично реализованная уборка помещений с коврами. Несмотря на это, все же я не считаю данную модель номером 1, так как есть моменты, которые необходимо доработать. И прям хорошо доработать. Поэтому от меня девайсу максимально скромное «да», только во время распродаж. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.